Привет, буду продолжать торговлю. Вижу, что рынок сегодня довольно-таки сильно летает. Вот начал последние полчаса активно себя вести. И думаю, под этот шумок, скажем так, залететь и, возможно, найду интересные ситуации по моей стратегии. Буду начинать я с тех же значений, на которых закончил вчера, $74. Риск на сделку у меня 3%, риск на данную торговую сессию 10%. Открыл я первую сделку по монетке LRC. Хотел я заходить чуть раньше, но попытался дождаться, пока цена пойдет вниз. Смотрите, что я здесь увидел. Монетка у нас сейчас находится в лонговом движении. Она довольно-таки вот сильно растет. Больше там 10% за несколько минут выросла. После этого, скажем так, на максимумах стало в боковое движение. По моей логике, если действительно здесь большинство трейдеров заходило в лонг на продолжение движения, то скорее всего они свои стопы прятали за ближайшие минимумы, примерно вот в диапазон 94-95. И мы попытаемся на вот этих стопах трейдерах заработать, поставить в этот диапазон свой take profit и на этом закрыть свою позицию. Первая сделка у нас закрылась по take profit. Отлично, хотя я здесь заходил на половинку своего стандартного объема, потому что она была очень волатильная. Обычно я ставил стоп-лосс в 1%, здесь решил поставить в 2%, потому что, сами видите, за минуту очень большие движения проходило. Но в любом случае, первая сделка закрылась у нас в плюс. Смотрим дальше. Зашел в новую сделку. Давайте быстренько подправлю стоп-лосс. Он у меня примерно должен быть 1%. Так, есть. Смотрите, почему я здесь заходил. Я видел, что на часовике мы очень сильно выросли и стали в боковике. Стоим сейчас на одном месте. И нету никакого особо сильного отката вниз. Это, как мне кажется, в принципе уже для большинства трейдеров является сигналом на продолжение движения, на то, что мы постоим в небольшом, скажем так, откате и дальнейшее движение будет дальше вверх. Нету никаких очень сильных вкатов вниз, ничего не указывает на то, что прям какая-то страшная картина, что мы можем полететь вниз. Есть довольно-таки сильный уровень поддержки, за который лонговые трейдеры могут прятать свои стоп-лоссы. И на этом фоне я хочу зайти против трейдеров, которые заходят в лонг, и попытаться закрыть сделку на их стоп-лоссах. Скорее всего, они будут прятать свои стопы за ближайшие минимумы. Это примерно вот сюда, в 2.12 район, либо же вот 2.10. Где-то здесь я сейчас посмотрю по процентам, поставлю свой take profit и на сбор стопов лонгистов попытаемся закрыть эту сделку. Вторая сделка у меня закрылась по стоп-лоссу. Нужно, я даже не знаю, либо же это просто технический стоп-лосс, либо же здесь нужно было брать чуть меньше объем, ставить и чуть подальше стоп-лосс. Посмотрю, как дальше цена себя поведет. Если пойдет примерно от этих значений вниз, то это я посчитаю, что в принципе сделка точнее анализ был верен, но просто в данном случае не повезло. Если же пойдет все-таки вверх, то также можно посчитать, что это технический стоп-лосс, и в принципе по моей стратегии анализ был верен. Немножко посидел, посмотрел еще на этот график, подумал, что все-таки анализ изначально был правильным и решил перезайти в данную сделку. Логика абсолютно такая же. Попытаемся собрать стопы трейдеров, которые заходят в лонг. И вторая сделка у меня также закрылась по стоп-лоссу. Наверное, здесь это была уже ошибка перезаходить. Ну, это не наверное, это точно ошибка. Здесь была перезаходить, я еще и думал, наверное, не нужно это делать.
но все-таки дал слабину и перезашел. Открыл еще одну сделку, пока зашел только на половину позиции. Подумал, если будет резкий откат, который в принципе сейчас уже и происходит, то зайду хотя бы на часть. Вообще я увидел здесь, что был резкий импульс вверх, монетка находится на локальных максимумах. И после этого цена буквально начала стоять на одном месте, не было каких резких откатов вот этого движения, цена плавно вот немножко шла вниз. И у меня лично складывалось впечатление, что дальнейшее движение вверх будет продолжаться. И на этом фоне я заходил против тех, кто заходили в лонг здесь. Мне показалось, что трейдеры будут открывать позиции дальше по тренду, так как не было никаких резких вкатов. И я постарался открыть шортовую сделку против лонгистов. Подходит у нас к тейк-профиту. Думаю, сейчас заберет. Я начал замечать, что уже немножко теряю концентрацию, начинаю нарушать свои правила. Заходил вот на больший объем, чем положено, либо же передвигал там стоп-лосс. Ну, короче, какие-то банальные ошибки, поэтому буду заканчивать данную торговую сессию. Получилось у нас, в принципе, в небольшой профит выйти, 2 прибыльные сделки и, кажется, 2 убыточные. Давайте заканчиваем на $77 баланс. И, возможно, еще если отдохну нормально, то вечером запишу еще одну торговую сессию. Всем спасибо за просмотр.